Всем доброго испанского утречка. И как-то так выглядит сейчас моя комната, наша комната. У нас весеннее расхламление, уборочка. Буду менять постельное. Вот сняла уже теплую простынь. Зимой я сплю на простыни с подогревом. Сейчас лето, уже снимаю. И такое по мелочам нужно поубирать. Начнем. Все в стирку надо поотправлять. Уже полная корзина. Это сейчас все будет перестирываться. Переливаться гель для душа в красивой упаковочке. Потому что вот эти вот яркие, они мне не нравятся. Они мне глаз бередят, так сказать. Вот я его переливаю в красивые, в черные. И они так стоят эстетично. Вот так вот. А это прячу с глаз подальше на нижнюю полку. Так, дальше. Постельку поменять. Поменять постельку, поменять полотенечки. Оп. Смотрите, какие у меня цветочки вымахали за 9 дней. 9 дней назад я улетала. Вот эти были еще такие вообще малыши, а этих вообще и в помине не было. А сейчас здоровенные. Солнышко пригрело, вот они и пошли расти. В планах еще заняться цветочками. Вот этот цветочек нужно пересадить в большой горшок. Он почему-то желтеет. Не знаю почему, дадим ему больше земли. Этот, я не знаю, что с ним делать. Он не растет и не умирает. Дать ему еще один шанс, пусть прорастет, что ли. Жалко выкидывать, но с другой стороны, если он так будет стоять, он мне таким не нужен, он некрасивый. Тут у меня луковицы от нарциссов и от гиацинтов. Сами стебли уже отмерли. Нужно выкопать луковицы и положить их куда-то на хранение на зиму, на зимний сезон. А тут я уже свою травку засыпала вот этим отравой для насекомых. Такие мелкие-мелкие мошки, они в луковичных растениях очень сильно заводятся. Их тут куча. И вот в этом горшке их куча. Но тут сейчас я выкопаю луковицы и тоже засыплю вот такой вот отравой для всех видов букашек. Начнем, пожалуй. Блин, да спросить у GPT, что делать с корнями. Корни-то еще живые. Они, конечно, отваливаются уже, но живые еще. Луковицы все живые. Ладно, попозже узнаем. А, все, это мухана. У него корни умерли уже.
Что-то не хочет он жить у меня. Сколько лет я хочу вырастить этот цветок, это женское счастье. Никогда он у меня не растет. Ну что ж. Что-то этот не хочет корневую систему давать. Какие-то невезунчики они у меня. Ладно, этому дадим еще шанс. Это Игорь очень любит это растение, очень хочет, чтобы оно у нас росло. Пахнет волшебно. Дадим ему еще один шанс. Ну, что я буду делать сейчас? Этот цветочек я воткну опять в землю, в маленький горшок. Ему больше горшок не нужен. А вот эти луковицы, я загуглила, что с ними делать. В общем, надо снять с них землю максимально. Не мыть ни в коем случае. И положить в сухое теневое место, чтобы они подсохли где-то на пару недель. За это время корни у них умрут, отсохнут, и они будут готовы к зимовке. Так, пакетик закрывать не буду, так просто поставлю. Будут лежать мне подсыхать. Вроде бы все. Это сейчас промою, пусть дальше себе стоит. Землю на балкон подсушится, потом в вот этот пакет обратно пересыплю. Смотрите, какую штуку купила. Катышка-стрижка. Сейчас будем пробовать. Вот у меня есть подопытный с катышками. Вот так включается, там что крутится. Вау! Класс! Как классно! Хоп-хоп! И смотрите, какая чистая территория остается по сравнению с вот этим вот. Готово! Это гостевое постельное у нас для гостей. И оно не так часто используется, но тем не менее я считаю, что оно должно быть в состоянии адекватности. Поэтому вот занималась чисткой. И у меня есть шкафы с одеждой. Вот один с зимней одеждой. Тут еще часть. И вот тут второй. Тут у меня висит летнее, демисезонное что-то, штаны. И тут еще две полочки, там всякие футболочки, маечки, топики лежат. Что я хочу сейчас сделать? Я хочу перебрать вещи. Зимние спрятать в этот шкаф, в дальний. Летние достать, припрятать в основной шкаф. И перестирать то, что испортилось, испачкалось за зиму. Освежить одежду. А еще я хочу вешалки поменять, чтобы они все в этом шкафу были все одинаковые, и в том другом шкафу тоже, чтобы они были все одинаковые, чтобы это красиво все смотрелось. Так, сейчас я это все вывалю на кровать сплошной кучей и буду начинать перебирать. Тут у меня еще тоже бардак. Штаны мужские отправляются в другой гардероб. Рюкзак отправляется, зимние тапки. И здесь у меня еще пояса. Так, и тут у меня еще летние шляпки всякие. Нужно их положить на вход в квартиру, чтобы они были под рукой в ближнем доступе. Освободила шкаф, помыла стеночку, протерла полочки. Дальше, смотрите, лайфхак для людей, которым некуда девать ремни. Так, здесь мужские у меня, тут женские. Так, пунк. И чпуньк. Все. Ремни так висят. Сейчас с этой всей горой нужно ее освободить от вешалок и перебрать вешалки.
готово. Вот такая гора получилась. И сейчас еще во втором гардеробе сделаем то же самое, а потом буду их разбирать, сортировать. Фух, все, готово. Сейчас отнесу все это, скину в одну кучу в зал и будем сортировать. Так, первым делом я взяла вешалки для футболок. Они тоненькие, легенькие, черные пошире для мужских и серенькие для моих. Пойдемте сортировать футболки. Это мои летние футболочки, которые надо постирать. Сейчас половину в стирку подправляется. Это в стирку. Вешалку для нее оставляем. Тоже можно постирать. Вешалку для нее оставляем. Еще одну в стирку оставляем. Сейчас тут все буду перестирывать. Это не надо в стирку. Хорошо с собой так. Вот. Это я сама делала. Вот это вот. Стразики клеила, отрисовывала. Красиво. Смотрите. Handmade. Дизайнерская вещь. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details. Это все отправляется сейчас в гардероб вместе с пустыми вешалками, на которых будут висеть постиранные футболки. Тоже в стирку отправится. Просто мои 3 футболочки в гардеробе у мужа. Тонна. Сейчас в моде нищета и бедность. И поэтому выглядеть как отбросы общества очень популярно. Черные и серые вешалочки. Тремпеля, как называют их некоторые. Вот, и вешу так с пустыми вместе, чтобы те, которые стирки достались, было на что повесить. Это маленькая горка идет в стирку. Пока что в корзину со стиркой. Когда у меня предыдущая стирка достирается, это тоже все будет перестирывать. У меня стирки капец, у меня там гора лежит, сейчас вам покажу. Вот, во второй спальне. Это разобрать вещи. Вот тут под низом это все стирка, которую нужно разложить, которая высохла. Сейчас сушится на балконе часть. Часть стирается. Часть в корзине тут еще ждет своего часа. И часть еще из осенних вещей. Тут тоже будет добрые 2/3 перестирываться. Ай.
А потом я уже разберу ту гору, которая навалена. Так буду сваливать все в кучу. Потом в один прекрасный миг разберу это все. Вот. Вот я повесила часть вещей, развесила рубашки. Летняя форма наша рабочая. Немножко курточек разложила тут красиво. Брючки, джинсики все. Место заканчивается. А работа не початый край. Это тоже я сама рисовала. Какая красота. Handmade. Вот так это выглядит сейчас. Ну, симпатично, симпатично. Вот это я все тоже перестираю. Оно также будет висеть здесь. Ну, из этого часть пойдет тот гардероб, и часть пойдет в курточки, в отдел для курточек. Сейчас нужно еще вот этот нижний этаж. Здесь у меня летняя. Положить в тот шкаф. Тут тоже перебрать. Вообще, что зимнее, что носится, что не носится. Часть туда переложить, часть сюда переложить. Напихала всего сюда. Закрываем до следующей зимы. Тут у меня пусто. Тут у меня будут лежать нарядные кофточки с длинным рукавом и кофты с длинным рукавом весенние. Толстовки. Тоже сложу их тут после того, как постираются. Зима официально закончилась. Ой, вот эту забыла. Куда мне тебя теперь впихнуть? Так вот. И сюда кладется. Все. Но все не так страшно, как казалось, слушайте. Поставила сюда еще зимние тапочки домашние. Коллекция шляп летних. И вот так вот это выглядит все. Пусть висит. С этим закончили. Осталось только это разобрать. Это летнее, женское мое. Вот у меня есть 2 полочки. На них я разложу. И там тоже нужно перебрать. Что там не так лежит. Постирать, повыкидывать. Такую юбочку себе купила. Не одевала еще ни разу. Сейчас надо бирку отрезать. Такая вот теннисная. С шортиками под низом. Тут нужно ее повесить куда-то. Или положить. Еще одна куча стирки. Пойдем отнесем.
такие маечки на бретелечках. Так. И 2 топа, ну, чисто как телефоны, такие короткие. Синий и черно-белый. Для стирки белого я использую порошок обычный, жидкий. Отбеливатель. Капаю сюда чуть-чуть. И кислородный пятновыводитель. Тоже засыпаю такой микс. Готово. Так, включаю на микс. Добавлю температуру до 60, чтобы подстирала хорошо. И уберу полоскание и отжим. Потому что потом все равно второй раз буду запускать на полоскание и отжим дополнительный. Зачем, чтобы на 2 раза его отжимала. Трепала вещи. Та-да-дам! Стирка шла 3-й день. Вот такая куча у меня белья, которую нужно разобрать, разложить по полочкам. И часть из него сложить в вакуумные пакеты в хранение на лето. Я тут сортирую немножко. Это в шкаф сложить. Это нужно будет на вешалке повесить. Это на вешалке повесить зимний гардероб. Это сложить в ящички в зимний гардероб. Там у меня топики, труселя-веселя. И к этой куче мы сейчас еще приступим. Тут все готово. Тут у меня мужской отдел. Мои футболочки, мои рубашки, платьички и юбочка. И смотрите, все такое серо-черное, одинаковое. Глаз радуется. Вот так я все упаковала. Вакуумный пакет. И сейчас будет минутка магии. Уменьшилось в 2 раза. А еще нас с вами сегодня ждет переделка джинсов. Есть у меня такие джинсы, они очень классные, летние, легкие, но у них есть один нюанс. Видите? Вот это вот все было сплошным, а теперь порвалось. И если я еще закину в стирку, а их надо закинуть в стирку, то оно дорвет мне окончательно все нити, и будет просто огромная дырка. Поэтому что я хочу сделать?
Есть у меня такая кофточка. Она красивая, но она некрасиво сидит. Мне не нравится. Она короткая, как бы обрубает тело. Смотрите, такая еще бабочка на спине. Вот, хочу ее порезать и вставить вот это кружево тут снизу и пришить. Думаю, будет красиво. Или же бабочку вообще вставить сюда вот эту. Не, наверное, кружево оставлю чистое. И, возможно, тут еще сделаю тоже такую кружевную вставку. Стильно, модно, молодежно. Начнем. Еще накромсаю свою одежку. Примеряю, вот как-то так. Хорошо. Сейчас прикалываем, как оно будет держаться. Вообще, наверное, надо вывернуть наизнанку. Ну да, так явно будет проще. Посмотрим, как это смотрится на чистовую. Вот как-то так это будет выглядеть. Симпатично. Стильно, модно, молодежно. Вот эти части кружева я, наверное, вот так буду подворачивать. А может и не буду. Как они? Они не сатаются, в принципе. Не буду. Сейчас просто пройдусь ниткой с иголкой вокруг. Зафиксирую это все. И будем пристрачивать на машинке. Я использую черную нитку, чтобы ее легче потом было доставать, чтобы она была видна глазу. Теперь берем машинку. Если честно, я не знаю, как вот эту штанину, один слой, ставить в машинку. Они, в принципе, широкие у меня, можно попробовать. Вроде как тянется джинс. Будем пробовать. Моя маленькая китайская помощница. Заказывала на Алиэкспресс, но доставка была из Германии. Поэтому смею надеяться, что тут немецкое качество. 12 режимов стежков. Режимы переключаются, все переключается. Обратный шов есть. Электрический кабель к розетке есть. Хватает мне ее. Профессионально мне ни к чему. Зачем, если я не швея? А какой-то домашний мелкий ремонт вполне себе достойный аппарат. Подключила ее уже к питанию. И нужно выбирать строчку, которую шить. Я думаю, нужен какой-то зигзаг. Или мелкий, или средний мелкий. Наверное, вот 10.
Или вообще двойной зигзаг. Для двойного зигзага нужна двойная игла, мне кажется. А вот для такого не нужна. Возьмем 10. О, у меня гениальная идея. Вот так вот это сделать. Смотрите. Хоп. И штанина вошла в машинку. Так. Чертов гений. Чё она не хочет? Так хвалила машинку, она мне шить не хочет. Но это я ее немножко поломала все-таки, справедливости ради, когда пыталась шить толстую ткань. Это мне что, сейчас все придется вручную шить? Я не знаю, что делать. Нужно на вот этот уголок зайти, не знаю, видно вам или нет, вот сюда вот. Их нужно выкрутить как-то. А как? Зачем я за это взялась? А это что за нитка? Откуда она вообще? Задолбалась я с этой машинкой бороться. Не хочет она шить. Я думаю, пошью это все вручную. Это будет быстрее. У меня сколько на это уйдет? Полчаса, минут 40. Тут немного. Проложу шовчик просто иголкой и ниткой. Изи. И кто скажет, что некрасиво? Пойдемте померяем. Посмотреть. Все, ничего не рвется. Я считаю, они стали лучше, чем были. Просто. Ля-ля-ля. Походила, подумала и сделала еще вторую штанину. Теперь она смотрится комплектом гармонично. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Жду ваши лайки, комментарии, подписки. Жду вашей активности. До новых встреч. Пока-пока.